SCP-137. Реальная игрушка. Объект номер SCP-137. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. Объект SCP-137 надлежит содержать расчесанным в закрытой комнате с пейзажами на стенах, чтобы он оставался спокойным и послушным. Объект SCP-137 надлежит кормить трижды в день. Ни при каких условиях ни одна игрушка не должна находиться в радиусе 500 метров от объекта SCP-137. Описание. Объект представляет собой сущность, способную вселяться в игрушку, получая физические способности, размер и форму того, кого игрушка олицетворяет. Например, плюшевый медвежонок станет реальным медведем и будет вести себя соответственно. Объект SCP-137 не может вселяться в любые объекты, только в игрушки. Доступный радиус объекта SCP-137 составляет примерно 250 метров, но, как показало тестирование, зона влияния объекта SCP-137 может достигать 500 метров от его местонахождения. Объект SCP-137 попал под внимание организации после странных убийств и инцидентов, в которых участвовали дети. Смерти были определены как слишком случайные для маньяка, и организация выслала агентов для расследования. Объект был найден после интервью с молодой девочкой, страдающей от посттравматического расстройства психики после того, как в ее комнате появился голый мужчина. Объект также был встречен в том же районе в виде гориллы. Объект SCP-137 был отслежен и захвачен на природе, когда он вселился в плюшевую куклу-пони в... Объект SCP-137 усыпили и доставили в зону 19 на вертолете. Тестирование показало, что объект SCP-137 получает характеристики игрушки, в которой он вселяется, но в той мере, в какой их воспринимает ребенок. Игрушечный солдатик становится жестоким, хорошо вооруженным мужчиной. Игрушечный пистолет стреляет пулями. Игрушечный лев атакует и убивает людей. Тем не менее, объект обладает слабым интеллектом. Он не показывает признаков долговременной памяти, способности к обучению или абстрактному мышлению. Смотри интервью 137.1. Для получения подробной информации прочтите протокол экспериментов 137. На данный момент объект находится в кукле-принцессе линии приложение интервью 137.1. Опрашиваемый SCP-137. Опрашивающий доктор. Предисловие. Интервью было проведено с целью выяснения, что представляет из себя объект SCP-137, а также почему и как он вселяется в игрушки. Начало протокола. Доктор. Добрый день. SCP-137. Привет, я принцесса Блоссом, ты мой принц? Доктор. Нет. Можешь объяснить мне, что ты такое? SCP-137. Я принцесса. Я самая красивая принцесса в мире. Доктор. Откуда ты появилась? SCP-137. Я живу в замке. Ты мой принц? Дальнейшие вопросы не дали никакого результата. Конец протокола. Протокол экспериментов 137. Дата. Тестовый материал. Игрушечный самолетик. Результат. Игрушка превратилась в настоящий самолет F-16, который попытался взлететь внутри тестового ангара, нанеся большие повреждения. Обломки быстро трансформировались в пластик и восстановили форму объекта SCP-137. Заметки. В будущем постарайтесь избегать тестовых материалов с реактивными двигателями и ракетами. Это был очень убыточный тест. Дата. Тестовый материал. Гоночная машинка фирмы. Результат. Машинка превратилась в настоящую Феррари, которая начала гонять по тестовому ангару, что привело к столкновению со стеной на высокой скорости. Как и ожидалось, обломки превратились в пластик, и объект SCP-137 восстановил форму. Заметки. Тесты с транспортными средствами теперь требуют разрешения от руководителя. Дата. Тестовый материал. Брелок в виде аллигатора, висевший на ключах агента Соренсона. Результат.
6-метровый аллигатор в коридоре, 14 погибших. Заметки. С этого момента все агенты перед входом в зону должны пройти обыск на предмет игрушек или подобных им вещей. Дата. Тестовый материал. Фигурка «Американский солдат» фирмы. Результат. Игрушка превратилась во взрослого мужчину в военной форме с большой винтовкой, который убил 5, прежде чем был уничтожен. Заметки. Давайте в следующий раз попробуем что-нибудь менее жестокое. Дата. Тестовый материал. Фигурка «Полицейский офицер Джонс» фирмы. Результат. Взрослый мужчина в полицейской униформе спрашивал, куда делись подозреваемые, и убеждал сотрудников не принимать наркосодержащие препараты в развлекательных целях. После попыток допроса объявил ученых преступниками, застрелил 2 и заковал в наручники 3, после чего был уничтожен. Дата. Тестовый материал. Плюшевая панда. Результат. Очень большая панда. Необходимо упомянуть, что несмотря на милую внешность и травоядный образ жизни, панды все-таки медведи. Он напал на одного из ученых и успел сломать ему 3 ребра, прежде чем его уничтожили. Дата. Тестовый материал. Коробка с кубиками от конструктора. Результат. В коробке появился терракотовый кирпич. Затем исчез, и на его месте появился кирпич из другого материала. Это продолжалось несколько часов, затем объекты были уничтожены, и объект SCP-137 вернулся в свою нынешнюю форму. Дата. Тестовый материал. Йо-йо фирмы. Результат. Йо-йо не изменил форму, однако оно стало автономным, самостоятельно двигаясь и выполняя трюки, даже будучи снятым с пальца ученого и помещенным на крючок на стене. Дата. Тестовый материал. Фигурка доктора Селениума фирмы с надписью на коробке «Самый умный человек в мире». Результаты. Взрослый мужчина в лабораторном халате постоянно твердил про свой выдающийся интеллект. Тем не менее, на какие-либо научные или математические вопросы он не мог дать прямого ответа, повторяя, что он самый умный человек в мире. Тестирование закончилось после нескольких часов бессмысленных расспросов.